Добрый день, друзья! Я совсем забыла показать вам вот эту орхидею. Первый раз, самый первый раз после покупки я ее показывала 18 декабря 2021 года. И так получилось, что прямо день в день я хочу вам еще ее раз показать. Немного истории, потому что непонятно, что это такая за орхидея с желтым листом, всего с 3 листиками. Это желтый биглип, купленный год назад, потому что я его пожалела. Корней у него не было. И я поняла, что если он останется в магазине, но он погибнет буквально через несколько дней. Я его забрала. И сказала, что периодически буду вам его показывать, что-то о нем рассказывать. Корней не было, но ровно через месяц, то есть в январе этого года, вышло видео. Он начал от шеи растить корешки. Корешки были маленькие, но росли. И еще раз он был показан в апреле этого года. Корешков было 4. Они были в активном росте, и после этого я перестала вам его показывать. А причина была простая. Стоял он и стоял, пробудил одну почку на цветоносе, распустил цветы и замер. Причем и корни в росте замерли, и листиков он не растил. Но я, конечно, его разглядывала внимательно и понимала, почему он не растит листья. И сейчас я вам покажу. Проблем у него очень много. И проблема у него не только в том, что у него не было корней. Давайте я вам сейчас покажу, какие у него еще есть проблемы и что в конечном итоге ожидать от этого цветка. При покупке у него было 6 листьев. Листья засыхали и отпадали. Тут все было понятно, не было корней. За счет этих листьев орхидея растила корни. А какие у него еще проблемы? Давайте посмотрим в точку роста. И вот это у него самая большая проблема. Смотрите, у него порван лист. И непонятно, осталась ли там живая точка роста или нет. Здесь это хорошо видно. И сейчас вам с другой стороны покажу, почему я считаю, что точка роста может быть нарушена. Если смотреть с этой стороны, то трещина уходит в самый низ, почти в точку роста. При первом показе зрители очень внимательные заметили, что вот здесь появилось какое-то зеленое пятнышко. И представляете, за этот год это пятнышко так и осталось таким зеленым. Ни корень, ни цветонос, ни детка не начала расти из этого места. И вот буквально месяц назад смотрела я на него, Листики немного теряют тургор, но корни, вот те, которые первые выросли, они были сантиметров по 10-15. Я так с тяжелым сердцем думаю, ну что, нужно, конечно, уже пересадить, потому что листья, теряющие тургор, а все-таки в наличии есть какие-то корни. Не буду, думаю, показывать на камеру, потому что, ну, не всегда это интересно, и мне ее так жалко. Но при этом, когда я разобрала эту орхидею, убрала этот торфяной стакан, я, конечно, сделала фотографии. И фотографии появятся на экране, чтобы вы точно видели, какие у нее были корни при пересадке. Да, вот эти 4 основных корня я поставила орхидею в воду, для того, чтобы эти корни напитались хорошо водой
И потом, ну я часто это показываю и оставлю ссылку на это видео, как я опускаю вот эти влажные корни в горшок, не сломав их. Я очень аккуратно поместила ее в горшок, и буквально прошла неделя. Даже у этого желтеющего листа появился тургор. Но расти она не начинает. Но зато она очень активно растит корни. Вот еще один корень, который плохо заметен. Пожалуйста, не пишите мне, что надо сейчас эту орхидею чем-то простимулировать для того, чтобы она начала расти корни или начала расти листья. Мой канал не о стимуляциях. Мой канал о том, чтобы применять как можно меньше химикатов, фитопрепаратов. Если нужно действительно полечить орхидею, я ее лечу. Но никаких стимуляторов к орхидеям я не применяю. Мои домашние орхидеи не болеют. Я не могу сказать, что я стараюсь сделать так, как они растут в природе. В условиях квартиры это очень-очень сложно. Но применяя только удобрения, я добиваюсь успехов. Именно в том, чтобы орхидеи не болели. А цветение – это совершенно другое. Я не стимулирую их к безумному цветению. Орхидея сама должна вырасти до такого состояния, когда у нее будут силы красиво цвести. Я думаю, что после новогодних праздников цветение появится, пока мои орхидеи набирают цветоносы и потихоньку распускают бутончики. А за этой орхидеей мне очень нравится наблюдать. Она действительно не была обработана ни одним препаратом, но растет, оживает, без стимуляторов именно. Это происходит очень долго. Орхидеи долго восстанавливаются. Вот как раз-таки после стимуляторов, которыми их обрабатывал производитель. Орхидея жива, не могу сказать, что полностью здорова, но на пути к своей новой здоровой жизни. Обязательно вам ее покажу, если у нее что-то случится плохое, хорошее. Но это явно случится не завтра и, может быть, не через месяц. Но я думаю, что с этой орхидеей все будет в порядке, и мы обязательно увидим ее цветение. Очень красивая желтая орхидея Big Lip. Понаблюдаем дальше, посмотрим, что происходит. И если вам интересны мои эксперименты, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Юлечка, ты пришел уже к концу съемки, а ты мне все время мешал, приносил свою игрушку. Забирай. Ричи.